Всем привет, друзья! Вы на канале Like It Around Mix. Всех с началом зимы, и у нас новые впечатления и опять новые загадки. Сырая и довольно прохладная киевская погода не располагает к длинным прогулкам и путешествиям. И все наши походы и впечатления сейчас возле дома по левому берегу Днепра, что не уменьшает их интересного наполнения. Вот смотрите, мы даже обнаружили археологическую или историческую загадку. Давайте смотреть все по порядку. Сейчас перед нами панорама Днепра и правобережного Киева в районе моста Патона. В Киеве туман, проглядывают только силуэты строений, поэтому перенесем свое внимание на левый берег. Киев не только активно застраивается жилыми массивами с инфраструктурой, но и появляются новые вот такие памятники. Да еще и придачу с отличными обзорными площадками и уже своими новыми какими-то мифами и традициями. Это начало парковой зоны возле массива Березняки. Вот здесь рядом есть церквушка и красиво ухожена территория. Композиция открыта в 2019 году, имеет название «Еднання». В переводе на русский это объединение или соединение. Скульптор Егор и Никита Зигуры и архитектор Станислав Демин. Очень интересное, на наш взгляд, дизайнерское решение этой композиции. Множество металлических трубок разной длины создают эти фигуры и, конечно, философский смысл. Так передают авторы, что целостность человечества базируется на гармоничном соединении мужской и женской сущности. Но идея соединения не ограничивается телесным. Она про растворение двух противоположностей одна в одной и одновременно про формирование каждого человека как целостной личности. Еще надо отметить, что тут создается и оживает новый миф киевского левобережья. В определенное время дня можно поймать солнце в сердце Еднання. Но сегодня нам проверить и увидеть в действии новую легенду не удастся. Сегодня пасмурно, солнца нет, поэтому идем дальше. Впереди интересно в славянском стиле решение для беседки. Стилизована она под ротонду. Даже выполнен интересный вот такой орнамент. Выложен тротуарной плиткой разных цветов. С трех сторон есть скамеечки, и смотрит она на Днепр. Но мы ее разглянем чуть позже, а пока идем дальше. Двигаясь по набережной вдоль воды в таком же направлении от моста Патона, можно спокойно догулять до двух железнодорожных мостов. Стоят они на расстоянии нескольких метров друг от друга, и это неудивительно. Они должны быть продолжением существующего железнодорожного полотна. Ближний, первый по нашему движению мост, более старый, это Дарницкий железнодорожный мост, построенный в 1949 году. По мосту проложено две железнодорожные колеи, а опоры строились слепым кессонным методом. Ну вот, сблизи строение очень внушительно смотрится, ну как-то сразу понятно, что возраст его уже превысил 70 лет. Непонятная для нас железная конструкция на земле и старый столб для электропроводов сразу наталкивают на мысль о предшественнике моста, о первом железнодорожном мосту, который был построен в 1868-1870 году. Построен был за 2 года по проекту и под руководством военного инженера Аманда Струве, и поэтому получил его имя в названии. Ну а рядом мы видим опору нового уже железнодорожно-автомобильного моста, неофициальное название которого мост Кирпы. Мосты для русановских жителей дело привычное, но чтобы вот так вот два рядом на таком близком расстоянии, это интересно, и мы решили между двумя мостами спуститься к воде. И вот здесь берег преподнес нам загадку, непонятно археологическую или историческую, и мы предлагаем вам тоже поучаствовать в этом кроссворде. Мы голову ломали, кое-что придумали. Сейчас покажем.
Уровень воды невысокий, и чтобы подойти непосредственно к воде, надо слезть с небольшого обрывчика. И вот это и оказалось для нас загадкой. Этот обрывчик оказался засыпанной непонятной кладкой. Это оказалось 80-сантиметровое сооружение, слой, пласт, явно рукотворное сооружение. Состоит оно из тонких каменных пластин, сложенных как кладка, и из разного материала нарезаны эти плитки. Есть совершенно полосатые в срезе, это сланцы. Сверху другая толщина и структура, но слой этот достаточно длинный. От моста до моста вода размыла, видно, что это не краткий какой-то кусочек, а именно слой длинный. А под кладкой можно рассмотреть смесь песка и камня. Ну, по типу, как сейчас ложат дорожное покрытие на основу из щебенки. Что бы это было за сооружение, мы решили поразгадывать. Ну, к современному строительству вряд ли имеет отношение. 80 сантиметров плитки сейчас вроде бы не ложат, да еще в виде каменной кладки. А заодно интересно, что же это оказалось под водой и под слоем песка. Это набережная или фундамент чего-то, или какое-то дорожное покрытие было раньше. Большой камень снизу кладка плавно описывает, а вот опора моста старого в нее просто врубается. Это видно хорошо, поэтому, вероятно, можно сделать вывод, что кладка старше года строительства моста, то есть ранее 1949 года. Если ранее, то мы решили вспомнить мост Струве, который находился практически на этом месте и построен был в 1870 году. Разрушался этот мост трижды. Последний раз окончательно был подорван отступающими немецкими войсками в ноябре 1943 года. Но уцелевшие остатки опор моста Струве можно увидеть и сейчас, ближе к правому берегу. Плавать в Днепр мы, естественно, не полезли во время прогулки, но в интернете в свободном доступе есть фото этих остатков опор. Мы их порассматривали и увидели, в общем-то, уже знакомую, только что виденную картинку. Вот так хорошо видно, на каком расстоянии находился мост Струве от теперешнего старого железнодорожного моста. И вот самая удачная картинка вот эта. Облицовка опоры нарушена, в центральной части обвалилась и открыла нашему обозрению внутренний состав опоры, и хорошо виден более светлый, почти белый слой, который, в принципе, при ближнем рассмотрении похож очень на слой нашей кладки, которую мы видели на берегу. Есть другие фото, на них тоже хорошо в середине разрушенной опоры виден этот более светлый слой. Но первый снимок для рассмотрения удачнее всего. Видно, что над нашим светлым слоем сделана кладка, она более желтого цвета. Похоже, что нашу найденную на берегу кладку мы сможем смело сдвинуть по возрасту теперь к 1868 году как минимум. Но это обстоятельство не сильно уменьшило количество возникающих у нас вопросов. Во-первых, зачем опору моста сделали такой слоистой? Какую функцию выполнял вот этот слой из каменной кладки? И вообще, ложилась ли эта каменная кладка при строительстве моста Струве? Или его опоры, точно так же, как последующего моста, врубились в эту кладку, уже сделанную здесь в еще более раннее время? На такую мысль нас натолкнуло расположение кладки и в опоре моста Струве, и на берегу относительно воды. Приблизительно на одном расстоянии на берегу и в опоре они находятся относительно уровня воды, ну, сравнивая по фото, где видны опоры теперешних мостов. Еще поразглядывав слой на берегу, нельзя не обратить внимание, что все-таки в большинстве он состоит из сланцевых пластин. А природные свойства сланца известны и применяются давно. Среди его природных свойств и термоустойчивость, и теплоизоляция, и влагонепроницаемость,
устойчивость перед механическим воздействием, и ультрафиолетом, и долговечность. Еще преобразование энергии можно вспомнить, например, в кровельных работах. Так что, наверное, не зря кристаллический сланец считался во времена Средневековья проводником таинственных знаний. И для нас пока таинственностью остается назначение этой кладки, в какой технологии применялся этот слой из сланцевых пластин. А еще загадкой для нас оказалась невозможность долго снимать эту кладку. Сразу выключается при приближении к ней техника, быстро очень разряжается батарея у камеры и у телефона, и у планшета. Так что не с первого раза удалось нам сделать снимки и видео этого слоя. Вот такие загадки загадывает Киевское левобережье. Оставляйте свои идеи, предположения, возможно, и информацию по поводу нашего найденного необычного слоя. По крайней мере, для песчаных берегов сегодняшних массивов Березняки и Русановка такое строение совсем не характерно. Поэтому нам было интересно и снять, и поделиться таким необычным видом, и местом, где мы обнаружили это сооружение. И вполне возможно узнать что-то новое из ваших комментариев о месте, рядом с которым мы живем. Выводы, сделанные в этом видео, это только наши предположения, навеянные такой зимней прогулкой. Истинная информация может оказаться куда более интересной. А на сегодня все. Рады были вашему вниманию. Всем пока-пока!